Всем доброго раннего утра. У нас 6 часов утра. Но я надеюсь, что сейчас сниму и немного отдохну. Итак, наша жизнь с вами стала такой непростой, что в наше время без магии просто никуда. Люди стали злее, более раздражительные, меньше доброты. Доброта нынче не в моде. Нам приходится часто воевать за свое место под солнцем. И в эти моменты приходит на помощь древняя сила, древняя наука под названием магия. Я дарила вам много работы, еще подарю, касаемо морока. Морок, который изначально древний дух, божество, бог измененного сознания, придуманной реальности. Морок и кривда, они являются в славянской мифологии не только, но в славянской особенно сохранились, являются богами, то есть божествами порабощения, навязывания мыслей, неправильных мыслей, искаженного, то есть искаженной реальности и так далее. У них есть огромное количество детей, амароки их называли, которых отправляют на людей для того, чтобы овладеть их сознанием, вести за собой. Есть мороки обычные, есть мороки черные. Как это объясняется? Ну, например, некоторые спросят, возможно ли, например, внушить человеку, преступную мысль, чтобы он там взял нож и пошел и натворил страшные деяния, а потом за это отвечал. Можно. Но не обычному человеку. Это делают ведьмы, если считают нужным. Хотя ведьма никогда не будет манипулировать сознанием человека вот с такими преступными намерениями, потому что она понимает, что тот человек, на которого будет направлена эта агрессия, этот ужас, он не виноват. Поэтому ведьма, как правило, внушает свои мысли, да может даже внушить что-то с собой сделать, но что-то сделать с другим человеком нет. Хотя при желании может, конечно, это возможно. Черные мороки бывали и могут быть настолько сильны, что люди этот процесс называют там, кража души, кража судьбы. До такой степени человек ведомый, что им кажется, что его душу украли. Есть мороки дневные, они такие прозрачные тени, которые лезут в голову человеку и внушают определенные мысли. У вас никогда не было такой ситуации, когда вы заходите в магазин с мыслью ничего не покупать, просто посмотреть. И берете столько всего, что вам в жизни не надо, но берете, уходите, и это все обмену и возврату не подлежит. Бывали у вас такие моменты в жизни? Так вот, не сомневайтесь, что вы поддались тому самому мороку. Но это безобидный морок, если можно так сказать. Кроме как деньги, вы ничего больше не потеряли. Но перед тем, как открыть свою торговлю, продавец читает морок на тех, кто придет
мимо пройдет, кто на какой-то предмет посмотрит. Есть предметы, заманухи их называют. Я давала вам такую работу. Вы наверняка везде, там в таких магазинах, где торговля идет очень интенсивно и очень, то есть очень хорошо, и нету недостатка в покупателях, там обязательно есть какой-то красивый предмет. Кукла какая-то необычная, лягушка, не знаю, что-то такое необычное, что все время норовят купить. А можно у вас купить вот это? Ой, нет, это не продается, это просто для нашего магазина. Ну, что угодно, хрюшка какая-нибудь розовая такая с этим, с чашей или с чем-то, где деньги собирает. Какой-либо предмет, который притягивает взгляды. А потом вы заходите и заранее не хотели, не желали ничего купить, но покупайте много чего. Не запланировано. Приходите домой и думаете, блин, как будто меня заставили, как будто мне внушили этого, зачем мне это надо было. Но уже поздно. Морок. Вот так вот эти мороки, они внедряются в подсознание человека, и как бы тебе говорят, ой, тебе это очень надо. Ты как раз это и хотела. Ты без этого отсюда не уйдешь. И ты покупаешь. Я видела женщин, которые платье покупали, просто чуть ли не рвали на себе. Невозможно было влезть в эти платья, но они их покупали. И говорили, я похудею, там, ой, мне так нравится, нет. И не дешевые платья, ну, может быть, несколько десятков тысяч. Они брали эти платья и уходили. И продавщица в ответ с такой иронической улыбкой, ну вот работает. Я понимала, что они делают. Ну, это не преступление. Это желание заработать, они так зарабатывают. Такие же мороки читают люди, которые заманивают, скажем так, в свой ресторан там покупателей, да, например, более шикарный, более красивый интерьер, и вроде и дешевле, и вкуснее, никто не хочет туда. Но через дорогу какая-то забегаловка, и туда ломятся все. И на хозяйку, если посмотрите, вам все станет ясно. По ней видно, что она знает некоторые вещи, применяет, и у нее есть успех. И она осознает, что у нее есть этот успех. Человек, когда беден, когда ему тяжело, у него нет на хлеб денег, он очень тяжело это чувствует, переносит трудные времена. Но, обращаясь к силам, например, поднимается этот человек, и он должен это хорошее время тоже правильно пережить. Не забывайте, что вы им обязаны. И никогда их не оскорбляйте. Никогда не говорите, во время ритуала, там, тьфу ты, или там какое-нибудь матерное слово, если вы что-то не туда или что-то упало. Это может их задеть, обидеть. Если говорят про магию, вы, если не хотите себя выдавать, промолчите. Но не говорите гадости какие-нибудь, чтобы, как вам кажется, отвести от себя подозрения. Вы можете их обидеть, потому что они вам помогли, а вы стоите и про них сплетничаете. Поэтому всегда помните, что если вы обращаетесь к этим силам, и они вам помогли, то вы обязаны, по крайней мере, уважительно к ним относиться. Итак, дневные мороки, которые невидимые тени овладевают подсознанием человека и заставляют делать так, как хочет тот, кто их наслал. Ночные мороки летают на крыльях ночи. Они летучие мороки, такие же тени, но их изображают и их представляли, и считалось, что они такие
крылатые тени темные. Ночные мороки внушают мысль, когда, то есть во сне внушает мысль, приходит во снах, приходит ваш образ, который что-то говорит. Ночные мороки внушают мысль в тот момент, когда вам грозит опасность, и вам нужно либо власть имущего, либо своего врага, как-то так держать в узде, контролировать и внушить им то, что они должны делать по отношению к вам. Для чего это нужно? Вот кто-то скажет, это же как бы порабощение человека, да, это как насилие над волей человека. Вы знаете, друзья мои, когда я дарю вам работу, я все время вам говорю, не злоупотребляйте и пользуйтесь этими работами, когда у вас нет иного выхода, когда оправдано это средство, понимаете? Цель оправдывает средства, здесь не прокатит, это про другое. Например, когда хотят на человека навесить всякое и посадить в тюрьму. Он может внушать мысль следователю столько времени и тем, кто хочет ему навредить, пока они не отступятся. Имеет на это право? Имеет. Он защищает себя. Если бывший муж преследует и пытается, просто травит человека и отравляет жизнь, и пытается навредить, где искать выхода? Недавно смотрела, мужик прям нож показывает, фотографию, значит, отправляет ножа. Прям прямая угроза, что это последний день. Значит, бьет основную дверь. Потом как-то зашел в подъезд. Ногами бьет, значит, дверь. Пытается снести эту дверь. В школу подходит к ребенку, пугает. Эта бедная женщина просто живет в страхе за свою жизнь, за жизнь своего ребенка. Ей пришлось отправить к маме в другой регион. Понимаете? И, казалось бы, куда уж яснее. Камеры есть, угрозы есть. Разговор записан. С его номера отправлена угроза и все такое. Что говорит наша любимая, дорогая милиция? Убьют, тогда приходите. Поэтому давайте не будем. Нет у нас другой защиты, кроме этих сил. Просто нет. Родители, сколько случаев, там девушка-цыганка, которая бросилась с балкона. Говорят, кинули, может, и кинули, и бросилась. Все что угодно может быть. Что, у нее была защита? Если бы у нее была защита, она бы вернулась к родителям. Она бы написала, она бы позвонила. Они же между собой, наверное, общались. В гости-то приходили, она могла, если уж прям вообще все запрещали, она могла просто при родителях там заплакать и сказать, заберите меня. Меня здесь уничтожают. Но когда за дочь взяли они целый там дворец и большие деньги, как-то не очень хочется возвращать, да? Уж лучше пусть как-нибудь пострадает, перетерпит. Поэтому у многих нет защиты и от родителей. Потом, знаете, эти монстры очень хорошо умеют маскироваться, и они могут такую роль сыграть, они могут для всех таким хорошим быть, они могут создать такое хорошее впечатление, что люди не верят. Когда женщина там обращалась к следователю, тоже к женщине, после того, как он на камеру просто мучил собак их общих, кинулся на нее, избил до полусмерти, детей бил ногами, чего только не делал. И когда ее мать нашла адвоката для зятя, понимаете, а следователь сказала, ой, что вы, действительно, сейчас мужиков-то и так мало осталось. Вы бы порадовались, что у вас мужик хоть какой есть, какой-никакой. Вот о чем говорить с этим обществом, о чем? Они не понимают, что
Ну, какой-никакой мужик, если тебя мучает и уничтожает, ну, себе бы забрала на этого хорошего мужика, потом сама бы бегала от него. Понимаете? Вот о чем я хочу сказать, что надеяться, когда люди говорят, ну, вот так вот воздействовать на человека, это как-то насилие над волей, это, ну, как вот, как имеем ли мы право воздействовать? А общество имеет право нас просто, не знаю, доводить до могилы. А человек, который преследует, имеет право отравлять нам существование. А органы, которые должны этим заниматься, имеют право ничего не делать. А это все вокруг нас имеет право быть? Нет. Почему нам внушают, что защищать себя преступно? А терпеть это все нормально. Кто это сказал? Почему у нас одна жизнь? Почему мы должны эту жизнь положить на алтарь, не знаю, капризов кого-то? Под ноги кидать кому-то? Поэтому вы имеете полное право себя защищать. Если это грозит вашей жизни, вашим интересам, вашей свободе, вы вправе себя защищать. Не используйте эти работы для того, чтобы внушить мужчине, например, прийти к вам. Не нужно это делать. Во-первых, это у вас не получится. Во-вторых, вы за это получите по лицу. И очень сильно получите. Потому что эти работы, они предназначены для спасения вас, для помощи вам, а не для того, чтобы вы разрушали чью-то жизнь. Понимаете? Это уже вы будете разрушителем, и уже морально перед Вселенным уже вы будете виноваты. Не давайте им такую возможность. Итак, если вас преследует человек, если это начальник, который просто делает вам больно, без зазрения совести, упиваясь своей безнаказанностью, если это власть имущий, если это близкий друг, если это кто угодно, кто делает вам больно, внушить ему, чтобы он отстал. Что он должен делать? Внушить. Ну, например, оставь меня в покое. Надо четко говорить. Не отстань от меня или не трогай меня. Нет. Оставь меня в покое. Переключись от меня. Забудь про меня. Значит, забудь все, что обо мне знал. Не преследуй меня. Иначе будешь наказан. Бойся меня преследовать. Переключи свои мысли на других. Веди себя так, чтобы общество над тобой смеялось. Забудь, что ты хотел про меня сказать. И так далее. Вот такие вещи, которые помогут вам и переключат его внимание на себя, на свои минусы. И через некоторое время он от вас отстанет. Итак, ночью проведите эту работу столько раз, сколько нужно, пока вопрос не решится. Можете каждый вечер или каждую ночь. Когда вопрос решится, вы откупитесь, как считаете нужным. Очень желательно фотографии. И не с телефона, а распечатать, поставить перед собой. Вечернее время или ночное. Ночное лучше действует. Зажигайте свечу перед фотографией. Черную восковую маленькую свечу. Читайте 6 раз и даете свече догореть. Потом фотографии спрячьте. И так столько раз, сколько нужно. Месяц будет длиться это, месяц проводите. Вот внушение, я уже сказала. Вы можете, например, сказать: выдай все свои
скверные, плохие стороны пусть мир увидит. Например, для чего это нужно? Объясню. Это нужно для тех людей, которые говорят: ой, такой хороший мальчик, золотой парень, я вот не верю в это все, это неправда. Мы его с детства знаем, он всегда здоровался, да. Чикатило тоже все знали, он всегда здоровался, никому не отказывал. Очень хороший был мужик. Но в итоге оказалось, что это чудовище. Именно поэтому очень тяжело их ловить, именно поэтому очень трудно поверить, что такие люди способны на это, ибо они вокруг себя создают такую ауру святости. И вот эти вот тетушки, которые причитают, что такой золотой мальчик не мог и мухи обидеть, и не верим, и так далее, или следствие, которое не хочет вам помочь, или там человек в погонах, который, хихикая вам в лицо, говорит: ничего не доказуемо, извините. А вот внушить, например, сделай так, чтобы следователи увидели, кто ты есть. Оскорби их, обиди, кинься на них. Пусть они посмотрят, кто ты есть. И в какой-то момент, когда приходит там подпись брать, например, или на этот допрос какой-нибудь, и этот подонок, например, начинает разговаривать на повышенных тонах и через стол кидается, скажем, какие-то нехорошие действия совершает, в общем, с человеком, который был намерен его отпустить и даже не хотел вообще это дело развивать дальше. И вдруг получает по лицу шалабан. Но ради вас они ничего не сделают, ради себя-то сделают, любимых. Я хочу вам сказать, рассказать один случай, когда бил он тещу, значит, тестя, жену, ребенка, ее старшего сына. Издевался, как хотел. И никто ничего не делал. Участковый ничего не делал. В общем, никто. И вот подобную работу я дала этой женщине. И она ему внушила, вот во всей этой злости, вложила туда всю эту боль, что покажи им свое настоящее нутро, кто ты есть. Покажи, какой ты. Пусть они видят. И вот он, когда поехал забирать это дело, которое закрыли, в общем, там что-то надо было подписать, не помню. И он слово за слово, что-то там ему не понравилось. Ну, внушили эти силы, что сделай это. И он накинулся и начал бить эту женщину, которая в дежурке была. Сначала ее избил. Прибежали, там начали, значит, отрывать от нее. Он ей ухо откусил. Представляете? Там и участковые, в общем, все получили. Ну, он сейчас сидит. Вы сейчас скажете: ой, ну как так, вот внушили. Значит, слушайте меня внимательно. Морок просто так ничего не делает. Если человек не способен на это, он этого не сделает. Сколько раз были в истории человечества моменты, когда заставляли брать оружие и что-то нехорошее делать, не хочу произносить эти слова, с населением мирным. И человек не соглашался, его расстреливали вместе со всеми. Даже немец, который пошел, стал в ряд тех, кого должны расстрелять, его расстреляли. Он отказался это делать, понимаете? Если в человеке это нет, невозможно его заставить это сделать. Но если это есть, это как бы открывает двери, падают замки, понимаете? Все эти маски срываются. И в какой-то момент выходит наружу тот, кто есть. Без обмана, без фальши, без лицемерия. Не может уже себя контролировать. Вот ему дали 6 лет за нападение на сотрудника, еще что-то. И пока он в тюрьме, у нее есть время. Дети вырастут, станут совершеннолетней, больше не будет звонить в опеку каждый раз, чтобы отобрать.
Время пройдет, она, может, выйдет замуж, может, переедет куда-нибудь. Все отделается от этого человека. И самое главное, что ему винить ее не в чем. Это же он сделал. Хотя психопаты, конечно, винят всех подряд в своих бедах, но в этом случае даже винить ее никак невозможно. Потому что он сам это сделал. Вот в чем прелесть магии. Что вы можете управлять ситуациями молча, тихо, за кулисами. И никто не знает, что это сделали вы. А как себя защитить? Если семья говорит, терпи. Общество говорит, сама виновата. А службы, которые должны тебя защитить, говорят, нет состава преступления никакого. Угрозы, ну, мало ли там с кем. Он же ничего не сделал пока еще. Сделал, а что не обращались? Надо было написать, обращаться. Обращались. Ну, значит, плохо обращались. Мы здесь при чем? Вот и все. Остается что? Надеяться на силы и справедливости Вселенной и обращаться к ним. Итак, ставите фотографию, зажигайте свечу, 6 раз читайте, свечу убирайте, просто выкидывайте, а фотографию прячете. И когда все получится, а все получится. Откупитесь так, как посчитаете нужно. Итак, смотрите на переносицу, в 3-й глаз ему. Читайте, смотрите, читайте, смотрите. Значит, свеча может сбоку там быть, чтобы не мешало вам концентрироваться. Матушка Кривда, батюшка Морок. Отправьте к нему одного из своих сыновей. Встань ты, имя его. Перед ним. В глаза ему смотри. Он спиной повернется, а ты иди за ним. Иди полем, иди лесом, ведомый омороченным бесом, дойди до чертового перекрестка. Там я стою. Стой передо мной, как я перед тобой. Кости черепа твоего разойдутся, мысли киселем расплывутся. Все права за мной. Где стоишь, там и стой. Стой и слушай. Подробно то, что хотите ему сказать. Коротко, четко. Еду я на медведя, гадом погоняю. Через океан море пролетаю. В море бросаю священный маг. Что я скажу, все будет так. Матушка Кривда, батюшка Морок, держите его в рабстве. Хоть лет на 100, неправильно сказал. Хоть лет на 40, хоть вечно. Как сказано, так и будет, заклинаю. Усталость сказывается. Еще раз. Желательно фото. Если фото нету, прям вот совсем. Но вы знаете этого человека, держа образ в голове, называя его имя, можете читать. Но сработает 70%. Чтобы на все 100 сработало, нужна фотография. Образ перед глазами. Фантом. Фантом легче вызвать, имеется в виду, с этой фотографией. У вас не так получится вызывать, как я делаю, но в любом случае отчасти получается. Это с этим и связана эта работа. Далее. Нельзя читать сразу на всех подряд, на многих. Сначала одну работу заканчивайте, потом другую. Вместе оптом читать нельзя. Матушка Кривда, батюшка Морок, отправьте к нему одного из своих сыновей. Встань ты, имя, перед ним, в глаза ему смотри. Он спиной повернется, а ты иди за ним. Иди полем, иди лесом, ведомый омороченным бесом. Дойди до чертового перекрестка. Там я стою. Стой предо мной, как я пред тобой. Кости черепа твоего разойдутся, мысли киселем.
расплывутся. Все права за мной. Где стоишь, там и стой. Стой и слушай. Навязать свою мысль. Еду на медведе, гадом погоняю, через океан море пролетаю. В море бросаю священный маг. Что я скажу, все будет так. Матушка Кривда, батюшка Морок. Держите его в рабстве, хоть лет на 40, хоть вечно. Как сказано, так и будет. Заклинаю. Матушка Кривда, да, еще скажу. Сейчас начнут. А вдруг на меня начитает кто-нибудь, увидит, будут читать на меня мои враги. Это получается только тогда, когда у вас есть личные счеты, когда этот человек перед вами действительно виноват. Он действительно вам мешает жить. Если вы не виноваты перед этим человеком, пусть читает до усрачки, извините за выражение. Себе же хуже сделает. Все мои работы построены на вселенской справедливости. Несправедливо не получится. Итак, матушка Кривда, батюшка Морок, отправьте к нему одного из своих сыновей. Встань ты, имя, перед ним. В глаза ему смотри. Он спиной повернется, а ты иди за ним. Иди полем, иди лесом, ведомый омороченным бесом. Дойди до чертова перекрестка. Там я стою. Стой передо мной, как я перед тобой. Кости черепа твоего разойдутся, мысли кисельем расплывутся. Все права за мной. Где стоишь, там и стой. Стой и слушай. Сказать то, что вы хотите. Еду на медведе, гадом погоняю, через океан море пролетаю. В море бросаю священный маг. Как я скажу, все будет так. Матушка Кривда, батюшка Морок, держите его в рабстве хоть лет на 40, хоть вечно. Как сказано, так и будет. Заклинаю. Когда все будет сделано, когда этот человек отстанет, но я не советую вам сразу сжечь фотографию. Через некоторое время. Но если вы переживаете, не хотите, чтобы дома было, можете сжечь. Но только после того, как все сделано. Морок это не снимет. Это очень долго еще будет с ним. И морок это не только внушение мыслей. Морок это еще забирание энергии с этого человека. Так что, товарищи начальники, бывшие мужья и прочее, не делайте больно людям, чтобы они не взяли мои работы и не поставили вас на место так, чтобы вы не потеряли и свободу, и жизнь, и деньги, и карьеру, и себя. Просто будьте людьми. И не говорите эту избитую фразу «учись прощать». Учитесь, мать вашу, не делать так, чтобы пришлось вас прощать. Всем удачи!